Здравствуйте, у меня гадание для Водолея на сентябрь 2022 года. Да-да, друзья, уже наступает время стрекозы. Для тех, кто все лето пропел, и для тех, кто все лето работал, трудился на благо. В сентябре 2022 года к нам по расписанию, без опоздания, в положенный срок является тот самый ретроградный Меркурий. Помните об этом. С 10 сентября до 2 или до 3 октября Меркурий будет ретроградным. Меркурий – планета, определяющая выбор каждого дня для нас. И да, у меня есть коллекция винтажных украшений. Многие мои зрители обращают на них внимание. Для Водолея я выбрала вот такое колье. Это стиль модерн, безусловно, и я называю это украшение «Космос». Посмотрите, подходит название, да? Но самое главное, что это колье очень подходит Водолею, потому что все Водолеи – люди космические, люди самые близкие к тем самым звездам, галактикам, к Млечному Пути, к всему такому вот. То, что нам, другим, остальным смертным недоступно, простым смертным недоступно. Вот, идеальное украшение для Водолея. Нравится вам? Хотите примерить? Карты тоже космические будут для вас. Таро «Следование ангелам». Очень красивые карты. Посмотрите, с выразительными портретами. Поэтому будьте внимательны, может, кого-то из знакомых людей увидите, какое-то портретное сходство явится вам. Итак, Таро «Следование ангелам», Водолей и сентябрь 2022 года. Думаю, что у меня гадание это будет большое, расклад большой. Поэтому запаситесь терпением, хотя в конце концов вы ведь слушаете все про себя, про свою жизнь, про себя любимых. И все должно быть интересным, даже если чего-то, что описывают карты, в данный момент конкретно вот в вашей жизни нету. Нету у вас там, не знаю, популярности, или нету работы, и это вам не интересно, или, может быть, нет любви, то все равно послушайте, все равно попробуйте на себя примерить, как редкое платье, знаете, оно вам, может быть, и не подойдет, но померить-то можно, да, когда есть возможность. Примерьте, смотрите шире на вещи, смотрите шире на свою жизнь. Гадание это называется, не только гадание, скорее схема, по которой я разложу карты, называется 12 домов. Вот в астрологической традиции видимая часть небесной сферы, эклиптика так называемая, разделена на 12 частей, для того, чтобы нам проще было ориентироваться в собственной жизни, чтобы мы проще задавали вопросы картам, звездам. 12 домов, одна карта на каждому дому, и это будет ваша история вашей жизни в сентябре. Будьте внимательны и осторожны. Впрочем, почему? Вот это вот первый дом. Мы начинаем с вас. Первый дом. Десятка жезлов говорит, что вы, друзья, будете много работать, чего бы это для вас не значило. То есть вы будете находиться в каком-то определенном напряжении, кризисном даже. То есть видите, как наш герой. Здесь по позе его непонятно, но в классике Таро считается, что он несет непосильную ношу для себя, какую-то неподъемную вязаночку дров пытается на спинку себе взвалить. Поэтому, конечно, сентябрь приветствует водолеев новой ответственностью, обязанностями, новыми жертвами. Но звучит, может быть, не очень, если вы планировали отдохнуть. Хотя и отпуск иногда бывает такой, что лучше на работу походить, правда? Особенно если ремонт вы планируете. Вот. Десятка жезлов дает вам возможность собой погордиться. А что еще нужно свободолюбивому и такому отчаянному сердцу водолея? То есть в сентябре будет возможность себя показать, проявить. Да, через трудности, через какие-то личные подвиги. Может быть, где-то и спинка поболит, потому что тяжело было.
Вот, давний радикулит напомнит о себе, но тем не менее будете собой гордиться. Это активная карта. Она говорит, что ваши руки, ваши мозги, ваши глаза, ваше сердце везде пригодятся. Вот вы будете на расхват буквально. И на работе вам много будут доверять, и может быть, и ваши родственники в семье, и друзья, вы будете на расхват, и везде без вас не обходится, соответственно, экономьте, вернее, как правильно распределяйте силы, время в основном. Да? Далее, вот этот вот хитрый человечек, король Пентаклей, это какой-то, кстати, известный, естественно, флорентийский банкир, да, или венецианский, ну, они все оттуда примерно. Король Пентаклей, посмотрите, как он хитро на вас смотрит и трясет монетой. Король Пентаклей — крупная денежная карта во втором доме. Дом денежный, соответственно, вас ждет хорошее финансовое положение, доходы, которые явно превышают расходы, выгодные покупки, удачные продажи, хорошие доходы, зарплаты, премии, прибыли. Король Пентаклей — это еще и фигурная карта, то есть это человек, полезный по каким-то причинам для ваших денег. Многие водолеи могут рассчитывать на появление, ну, например, щедрого начальника или на проявление неожиданного аттракциона невиданной щедрости от начальника, который уже есть. То есть карта такая вот практичная, она не обещает каких-то особых неожиданностей в деньгах. То есть, скорее всего, приходы денежные здесь идут, ну, предсказуемые, такие, о которых вы в принципе знаете или должны бы догадываться. А вот ваши друзья. Мы дошли до третьего дома. Третий дом — дом друзей или ваша повседневная жизнь. То, что вас окружает каждый день, вплоть до мелочей. Еда, лица вокруг, дорога из дома на работу. А пятерка Пентаклей — карта нехватки и дефицита. Можно ее очень спорно здесь истолковать, а можно и хорошо. Спорно, потому что действительно будет вам вот по третьему дому чего-то не хватать. Ну, проще всего представить нехватку времени в наш век, да, чем все страдают. Это может быть буквально и нехватка сил, вот как какой-то энергии, нехватка сил на друзей, чтобы встретиться с друзьями, там, посетить какой-то юбилей, на который вас приглашают. Но пятерка Пентаклей в основном концентрируется на нехватке денег. У кого денег не хватает? У вас? Не думаю, потому что у вас как раз... Потому что у вас как раз с деньгами-то все очень-очень хорошо. А возможно, встреча с страждущим каким-то человеком, вопросы долгов поднимаются, ваши долги, долги чьи-то по отношению к вам. Я думаю, что у водолея у любого найдется какой-нибудь безнадежный долг, да, какая-нибудь полузабытая сумма, которую вы щедро отдали и напрасно надеетесь, что вам ее вернут. Это такая, в общем, водолейская история. Водолеи любят раздавать деньги, как известно. Вот. Поэтому пятерка Пентаклей. Возможно, с какими-то близкими родственниками или друзьями будете, ну, хлопотать о деньгах, там, например. Вот. А хорошее значение карты в том, что она очень поднимает, активизирует вопросы доверия. Ваш третий дом, ваше повседневное общение пройдет в сентябре на доверии. То есть вы с кем-то, например, может быть, сойдетесь обратно с какими-то друзьями, приятелями, с которыми до этого поссорились и не общались, потому что вдруг вы решите, что ближе вас никого нету, кто-то нуждается в вас, вы нуждаетесь в ком-то. В общем, ну, такая, знаете, немножко вынужденная история, но, однако, очень доверительная, ностальгическая, даже немножко, возвращение. Еще это пятерка Пентаклей, по ней возвращаются люди, эмоции или ощущения. Все то же самое, не возвращается, а как бы крутится по кругу, то есть ничего не обновляется вокруг вас. Это может быть и скучно, но, может быть, и вы этого сейчас хотите как раз. Далее, четвертый дом – это ваши домашние дела. Вот представьте сейчас свою квартиру, свой любимый домик с садиком, стены, место, где вы живете и ваших близких людей. Десятка кубков – карта абсолютной
пресыщенности и счастья. То есть дом, полная чаша. И видите, здесь счастливая семья изображена. Карта это обещает отличные отношения между родственниками, членами семьи. Если они сейчас не очень, значит, помиритесь и придут эти хорошие отношения. Многим десятка кубков обещает просто семью новую, обретение семьи. То есть это момент, когда вы из волка-одиночки превращаетесь в семейного человека, потому что обзаводитесь детьми, то есть известие от детей или о детях сюда тоже входит вот, в трактовку карты. И вообще вас ждут самые разные семейные радости. Ну, дом, полная чаша, наверное, этим все сказано. Советы карт, да, мы немножко пропускаем, или мы, наверное, в конце сделаем советы. Да, пока только предсказательную часть гадания я вам рассказываю. Угу. Далее неожиданно в 5-м доме, доме любви и удовольствий, появляется у вас королева мечей. Злодейка, соперница, злая женщина. Но поскольку 5-й это дом любви, проще всего рассмотреть в этой женщине кого? Ну да, соперницу, которая красивая и смелая, дорогу перешла и так далее. Ну, поскольку мы все-таки по одной карте на каждый дом достаем, чтобы не делать для вас гадание слишком долгим, я не могу сказать, вымышленная это соперница. Это, знаете, карта может ведь описывать для вас ваши фантазии. Как известно, водолеи самые главные фантазеры во всем зодиаке, поэтому вы пишете сценарий ко всем сериалам российским, и не только. Вот. Это может быть вымышленная женщина, это может быть вообще в принципе только ваше настроение какое-то такое. А за портретом вот этим вот, ну посмотрите, здесь так тонко, детально и прорисованы лица, да, что вот даже вы можете кого-то из знакомых рассмотреть. Мне вот все герои на этих картах кого-то напоминают. А вам может быть тоже. Королева мечей, если вы вот такая вот кореглазая кудрявая шатенка, то королева мечей это может быть вы. И тогда это ссорная карта, она говорит, что вы будете готовы поссориться с любимым человеком или будете готовы как-то себя очень вызывающе вести, провоцировать конфликты, как-то задирать ситуацию. А вообще вы знаете, что водолеев тоже в одной из классификаций астрологических называют задира смутьян. Да? Главные, я сказала, что самые главные звездные люди, но и самое главное смутьяны в любой компании это тоже водолей. Поэтому вполне возможно, что вам захочется суеты навести в вашей такой благополучной и поэтому немного скучной любовной истории. Вот видите, мне подпевает дождь, и это хорошо. Когда среди ясного неба, на ясном небе вдруг пошел дождь с ясного неба, да, сквозь солнце, это знак большого счастья. Я надеюсь, что это удача, это добрый знак для вас. Он все это окрасит и скрасит ваш такой вот сентябрь. Приготовьтесь к какому-то соперничеству или каким-то собственным, ну, знаете, выступлением таким. Далее работа. Вдохновляющая карта, тот самый рыцарь на том самом белом коне. Рыцарь жезлов очень уместная карта для работы. 6-й дом рассказывает про работу. Рыцарь жезлов что-то начинает или продолжает. Масть для работы подходит. Это дело, это ваша работа, та, которая есть. И вы с соответствующим сентябрю энтузиазмом погружаетесь, беретесь за дело. Может быть, новая работа, приглашение на работу. Самое главное, чтобы вы себя здесь ассоциировали не с вот этим вот корабликом, который дрейфует в полном штиле, да, а с рыцарем, который бросается вооруженным своими знаниями на какие-то задачи, на какие-то сложные проекты, профессиональные или бизнес-проекты. Рыцарь жезлов также фигурная карта. И предупреждает, что где-то в около рабочей, в около профессиональной сфере к водолеям подскачет
подскачет очень активный человек, знаете, такой с горящими глазами, куда-то позовет, если вы ищете новую работу, очень-очень даже. Вообще все крупные жезлы, это не только персоны, это еще и большие дела. То есть это может быть новый работодатель, кто-то, кто зовет вас бизнесом заниматься, вот, и так далее. Поэтому карта эта очень перспективная, причем она перспективная даже для проектов, которые в прежнее время пришлось бросить. Вот есть у вас такие, которые летом не двигались, потому что лето это вообще застой для бизнеса. В сентябре же только новый деловой год начинается. Партнерские отношения, 7-й дом или счастье в браке. Ну вот видите, как бы время предлагает вам очень интересную роль, занимательную, но водолеем, по-моему, лестную и подходящую. Вот, кстати, очень хорошо вот эта партнерская параллель, видите, у вас гармонично выглядит. Здесь десятка жезлов, это ваши благородные, даже часто безвозмездные старания во имя, ну это всегда во имя кого-то, да, чьих-то интересов, в том числе ради ваших партнерских отношений. Вот о чем бы для вас речь не шла, что для вас сейчас самое важное? Может быть, это любовное партнерство, романтическое, или действительно счастье в браке. Может быть, для вас сейчас важнее подруга или бизнес, в бизнесе какие-то коллеги ваши. И в первом, и втором, и в третьем случае водолеям придется быть самыми мудрыми. Жрица, вот это вот ваш портрет на сентябрь. Отождествляйте себя с этой героиней всякий раз, когда кто-то вас просит о помощи или вы кого-то просите, ну, во всех коммуникациях. То есть пригодится ваша хваленая водолейская лояльность, когда вы можете всех простить и всех понять и оценить точку зрения, разделить точку зрения каждого человека. А жрица это в каком-то смысле судья, то есть неизбежно вам придется все-таки внутри себя оценивать поступки важного для вас человека, хотя вслух вы вряд ли что-то скажете, задумаетесь. Это, знаете, жрица, так же как и жриц, карты описывают всегда интенсивную работу души. Вот представьте, когда работает душа, душа обязана трудиться, да, вот и день, и ночь, да, это вот стихотворение есть такое известное. А работа души, например, прощать кого-то, да, прощение, ох, тут еще, видите, королева мечей у вас выпадает, да, она на любовь, а на счастье в браке прощение. Ощущаете, к чему я клоню, да? Вы будете много молчать, вряд ли вашим партнерам, значимым людям будете что-то говорить вслух, претензий, более все внутри себя. Но выводы, конечно, делаете неспешные и никаких резких движений не совершите. Хотя, судя по тому, что пришло время об этом подумать, наверное, захочется наделать резких движений. Ну вот водолеи как раз умеют вовремя остановиться, удержать такие подобные импульсы, в отличие от некоторых, не будем показывать пальцем, да. Продолжается тема денег, потому что мы уже попали в 8-й дом, он называется Большой денежный дом, займы, кредиты, инвестиции. Вообще крупные денежные суммы сюда попадают. И по совместительству 8-й же дом описывает, включает в себя разные критические, вот очень-очень странные или болезненные истории. Это то, про что вы говорите, ну такое может быть только со мной. Так вот, ничего экстремального в сентябре с вами не произойдет, а королева Пентаклей, вот эта вот серьезная женщина с капустой, ну чувствуете, с капустой, да, вот, она говорит то же самое, что и король вот во втором денежном доме, да, то есть хорошие доходы, уверенность, приход денег, выгодные разные дела. Вот по поводу выгодных дел, да, только помните о том, что все-таки с 10 числа Меркурий до самого конца сентября будет ретроградным, а там, кстати, на ретроградном Меркурии возможны очень выгодные дела, да, но для этого требуется соблюдение целого ряда условий. Под ретро-меркурием все необычное, все нестандартное. Вот.
Поэтому смотрите, ну, это такие карты, как гарантийные карты, которые говорят, что у вас будет много денег, просто без комментариев. Да? Опять же, карта фигурная, королева Пентакли. Это женщина полезная, которая может вам отписать некую сумму от наследства до, может быть, это менеджер в банке, который согласует как-то там хитро для вас большой кредит на развитие бизнеса. Вот. Ну так, и мужские, и женские энергии в денежных вопросах у вас присутствуют. Опять человек. Вообще, вы знаете, водолеи больше других знаков зодиака любят окружать себя людьми. Ну, вы по себе это замечаете, да? Любите окружать. Вам интересны люди, вы умеете много знакомиться, многих привлекать к своим делам и к своей жизни. Поэтому неудивительно, что у вас так много фигурных карт здесь выпадает. Вот и 9-й дом. Это вопрос дальние дороги. Правильно сказать, знаете, в 9-й дом попадает все, что максимально далеко от дома, где вы живете, от вашего 4-го, да? Хоть они и не друг напротив друга, но все же. Сюда попадают за граница, работа за границей, поездки за границу, родственники за границей. Сюда попадают вопросы учебы, это 2-й большой блок, а также вера и поисков смысла жизни, например. Король кубков, так знаете, с намеком вам показывает, например, заграничного жениха. Да, король кубков это все-таки романтический герой, как правило, это мужчина с чувствами, такое, которое эти чувства еще и активно показывает. Посмотрите, это возможность познакомиться с кем? С будущим мужем, чуть не сказала. Нет, таких указаний нет. Ну вот с каким-то мужчиной, с которым возможен у вас роман. Причем вот его нахождение в 9-м доме уже во многом его оправдывает. Этот мужчина либо далеко от вас, и действительно тогда общение удаленное, либо он далеко не географически, а далеко метафизически, что ли. То есть можно сказать, что это рыцарь-то романтический, но очень по-разному недоступный. Однако, если вы ищете, например, в сети разных заграничных женихов, то это очень-очень хороший знак и звоночек для вас. Далее карьера. Карьера, 10-й дом. Ну, это правильно сказать, что 10-й дом объединяет весь социальный статус наш. Вот все, что социально и статусно. Это где вы находитесь на социальной лестнице. Но сюда попадают не только карьера или выгодный брак, сюда попадают даже статусные вещи, например, положенный вам по судьбе марка автомобиля. Вот. Рыцарь кубков здесь. Рыцарь кубков в 10-м доме. Вот опять человек, видите, рыцарь был на работу, рыцарь опять на карьеру. Еще один повод вам оглядеться, задуматься и вообще присматриваться к людям, которые вас на работе и в карьерных делах окружают, потому что рыцарь кубков – это человек, знакомый вам, который вам симпатизирует, явно хочет вам помогать и куда-то зовет, и что-то вам предлагает. Это не предложение о браке, давайте начнем с этого пока. Но это карта говорит, что на работе или где-то в бизнесе, или вот в карьерных своих делах вы столкнетесь с чьим-то добрым расположением, возможно, неожиданно для себя. Рыцарь кубков, но это все-таки кубки, это обещание. Карьерного роста как такового нету, хотя явно вы сейчас к этому очень стремитесь, но могут пообещать как-то так, серьезно, капитально пообещать знакомый человек. И обещание это очень, знаете, такое неофициальное, как бы приватное. То есть он вам обещает карьеру и глазиком подмигивает, чтобы вы никому об этом не рассказывали. Хотя рыцарь кубков в карьерном доме может еще и обещать вам просто служебный роман. Посмотрите, тогда вот здесь вот рыцарь жезлов, это появляется человек, например, новый коллега в вашем коллективе,
А тут он превращается уже в рыцаря кубков. Уже вы видите, замечаете искру чувств и химеру наслаждения в его глазах. Далее вот 11-й дом – это, собственно, ваш дом. Все водолеи, и я неустанно вам об этом напоминаю, все водолеи должны все-таки следовать своему звездному призванию. И вот видите, здесь как раз карта звезда вам выпадает. Следовать звездному призванию и развивать, что ли, или стремиться развивать 11-й дом. А 11-й дом включает в себя тоже людей, разные контакты с неизвестными, с незнакомцами и бесконечное расширение вот этих самых знакомств, круга знакомств, участие в жизни общественности, общественные нагрузки всякие разные, ваша популярность, известность. В общем, вы поняли. И вот карта звезда вам здесь выпадает, старший аркан, и она такая крупная, а по-моему это вообще первый старший аркан, до которого мы только успели добраться. Вот так вот, в сентябре-то. На что вам нужно обращать внимание? Ну, карта звезда, понятно, звезда. Можете стать звездой. Очень говорящий прогноз для тех водолеев, которые жаждут славы, популярности, известности. Все водолеи на самом деле жаждут славы, популярности, известности. Если вы утверждаете обратное про себя, то вы просто еще себя до конца к этому не приготовили. Да. То есть карта очень хорошая, счастливая. Она описывает исполнение некой мечты. Может быть, у вас мечта не связана вот именно с популярностью обширной какой-то там в Инстаграме, а вы мечтаете познакомиться с одним конкретным человеком, который для вас сейчас как проводник в новую жизнь или в новые знания. Может быть, вы мечтаете там найти учителя, какого-то гуру, ну, то есть приблизиться к определенному человеку или группе людей. Да? Вот звезда говорит о том, что вы очень себя найдете и будете счастливы, даже мечту какую-то свою исполните в групповых интересах. Это совет тоже такой идет, присоединяться к группам, то есть все-таки искать для себя какую-то общественную реализацию, а не только личную, не только рабочую, профессиональную. То есть весьма-весьма яркими знакомствами сентябрь вас может одарить. И далее неожиданный 12-й дом. Почему неожиданный? Потому что карта императрица максимально от него далекая. 12-й дом – это все тайное и все такое метафизическое и подавленное. Ваше подсознание, сны, страхи, загадки жизненные, комплексы, муки творчества. В общем, все, что ни один даже самый искушенный глаз посторонний вас не разглядит, все вот это копится в 12-м доме. А сюда выпадает карта императрица, максимально неподходящая, потому что на этой карте все явное, и даже наоборот показное, и очень практичное, такое, очень овеществленное. Что императрица говорит по 12-му дому? Ну, во-первых, ваше хорошее самочувствие, ощущение себя, вам будет нечего скрывать. Возможно, какие-то даже тайны, мучившие вас последнее время, вас, ну, уйдут от вас, как бы покинут, и сомнения покинут, и комплексы покинут. А еще императрица карта денежная, и она всегда про разные ресурсы рассказывает. Она говорит, что вот этими своими тайнами, или тайными знаниями, или тайными связями вы сможете зарабатывать. Это как раз тот случай, когда, ну, знаете, может быть, ваше увлечение или тайная какая-то мечта перерастает, переходит в профессию. Потому что, ну вот, например, в 12-м доме располагаются все оккультные науки и оккультные такие нетрадиционные занятия. То есть, если вы, например, начинаете гадать на картах и брать за это, безусловно, хорошие деньги, то вы получаетесь как раз императрица в 12-м доме. Вот так вот. Ну что ж, мы, пожалуй, что этот расклад завершили. А я вас с массой вопросов все равно не оставлю. У меня, видите, как много карт. Вы не видите, да? Много у меня карт других. И я сейчас, где увидела пробелы, мне, например, непонятные, туда я достану другие карты. Вот посмотрите.
Значит, первый пробел, который меня интересует, он может быть вообще один, все остальное понятно, да? Это ваш 5-й дом, дом любви. Злодейка, соперница. Но вопрос, если вы одинокий водолей, то как же у вас на ровном месте злодейка, соперница возьмется? Должно же все-таки сначала сценарий какой-то должен какой-то появиться. Поэтому я задам вот другим картам уже вопрос такой. Какие возможности у одиноких водолеев, какие шансы на новое романтическое знакомство? Интересно вам? Если интересно, смотрите, потому что впереди будут еще советы, наверное. Я хочу объединить и сделать выводы, как-то резюмировать то, что у нас получилось. Ну, посмотрите, какой веселый месяц. Совершенно неконфликтный и без даже малейших потерь. Такой месяц можно встречать, приветствовать аплодисментами самому себе, правда? Итак, новое романтическое знакомство. Какие шансы на него? Это сюда же 5-й. Ах! Нет, вы все-таки не захотите. Не захотите. Что-то вы вот прямо против этого. Знаете, Баба-Яга против. Вот все-таки это ваш портрет. Королева мечей, 2 мечей. Это женщина, которая закрыта. Закрылась от всего мира. Может быть, вы переживаете прежний разрыв, а может быть, наоборот. Надеетесь на возвращение своего какого-то прошлого жениха. Но во всех случаях вы никаких первых шагов встречных или даже ответных на новое знакомство, на новое предложение делать не будете. Может быть, никто не понравится. Может быть, вам в сентябре так понравится работать и проводить время дома, что у вас просто не получится заниматься новыми, ну, так скажем, любовными историями. И вообще вашу некоторую отстраненность, видите, и по 7-му дому, это партнерский дом, ведь и жрица тоже описывает. Жрица – женщина очень платонически настроенная. Как будто бы вам ничего вот такого простого, понятного человеческого, плотского-то и не надо пока. Вы никуда не торопитесь. Если вы одиноки, вы из этого своего счастливого одиночества выходить прям вообще не спешите. Если у вас пауза в отношениях с любимым человеком, то вы тоже очень спокойно ее принимаете, переживаете и даже не хотите, чтобы все складывалось быстрее. Да, и основное настроение месяца, это труд, работать, вкладываться в будущее, 8 пентаклей. Видите, спокойствие, усидчивость потребуется, потому что все-таки вы за какие-то долгосрочные дела, проекты берете, этой работы касается, и, вероятнее всего, денег. И советы самые выразительные, яркие, которые вам раздали карты, наверное, вот такие. Любовные, романтические переживания, может быть, сейчас действительно лучше планы немножко подоставить. Обращайте внимание на работу, карьеру, учебу и деньги. А самое главное, вот все, что я перечислила, вам здесь выпадают люди. То есть обращайте внимание на людей. Может быть, не беритесь так сильно все брать только на себя. Не закрывайтесь ни в коем случае. Выходите, вот что называется, в люди. Общайтесь, пользуйтесь чьей-то помощью, чьей-то поддержкой, заключайте деловые соглашения, подписывайте разные договоры о сотрудничестве, потому что люди все исключительно доброжелательные, даже полезные вас окружают. То есть вот тот случай, когда ваши коммуникативные навыки вам очень-очень пригодятся. Да? И обращайте внимание на конец зодиака. Вот они, 11-12 дом. То, что труднее всего потрогать руками, то есть это ваша, ну, скорее ваша вовлеченность в такой далекий социум, знакомство с незнакомыми людьми, которые вряд ли когда-нибудь станут вашими друзьями. Кстати, это знакомство в интернете. А вот посмотрите,
Девятый, 11 дом. Это знакомство в интернете получается у вас. Причем знакомство любовное. Король кубков. Мужчина, который говорит о чувствах. А звезда здесь – это исполнение некой мечты, которые вы нашли среди неограниченного круга неизвестных людей. Поэтому вот не игнорируйте. Опять же, побольше, что я могу сказать, побольше знакомств, побольше включайтесь в интересы далекие от вашей повседневной жизни, интересы других людей, да. И подумайте о нетрадиционных заработках. Спасибо.